трехдневная пауза в боевых действиях, массированная атака беспилотников и возобновление работы аэропортов в России. Надолго ли установилась тишина? Зеленский выступил с обращением к Путину за час до прекращения огня, инициированного Москвой. Что он сказал? Срочное совещание. Зачем члены правительства срочно съезжаются в центр столицы? Германия направила Киеву очередную партию вооружений, а Мерц ответил, будет ли передана ракета «Торос», способная достигнуть Кремля. Благодарю за лайк и подписку, приступим. Берлин продолжает поддерживать Украину. Накануне власти Германии объявили о передаче нового пакета военной помощи. Среди поставок – ракеты для комплексов ПВО «Айрис-Ти», 66 бронированных машин, самоходные гаубицы «Зузана-2», боеприпасы для «Леопард-2», около 40 тысяч снарядов для зенитных систем «Джепард», 27 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 70 разведывательных дронов «Вектор» с комплектами запчастей, 917 гранатометов против танков, штурмовые винтовки и другие виды вооружений. Однако крылатых ракет «Торос» в этом пакете нет. Эти ракеты обладают высокой дальностью и точностью, нацелены на укрепленные объекты, включая мосты и бункеры, и оснащены интеллектуальной системой наведения. Но новый канцлер Германии дал понять, что готов обсуждать их поставку. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ, президент Зеленский уже направил поздравления. Может ли он ожидать, что канцлер передаст Украине «Торос»? Зеленский знает, что может рассчитывать на меня и поддержку Германии. Напомню, до сих пор Берлин воздерживался от поставок этих ракет из-за риска усиления конфликта. Во время выборов Мерц критиковал Шольца за отказ и обещал изменить подход. При этом он уточнил, решение будет приниматься после консультаций с союзниками в Европе и США, чтобы избежать односторонних шагов. Несмотря на эти слова, многие немецкие парламентарии выражают сомнение, что Мерц выполнит обещание. Ему еще предстоит ознакомиться с закрытой информацией о ракете, и это может изменить его позицию. Теперь к ключевой теме. В полночь 8 мая вступило в силу объявленное Путиным перемирие. Россия сообщила, что оно продлится 3 суток. За сутки до этого обе страны столкнулись с интенсивными атаками. В 21 час, ровно по московскому времени, вблизи столицы были сбиты несколько дронов. Об этом сообщил мэр Москвы Собянин. По его словам, силами ПВО Минобороны были уничтожены 2 украинских беспилотника, направлявшихся на столицу. На месте падения обломков работают оперативные службы. Ближе к ночи все аэропорты России вновь начали работу. Ограничения, введенные из-за возможных атак дронов, были сняты. Росавиация разрешила выполнение рейсов. В Минобороны РФ не ответили точно, сколько еще дронов может появиться, но заявили, что все угрозы на текущий момент нейтрализованы. Андрей Белоусов, министр обороны РФ. Как думаете, на Москву еще полетят дроны? Справимся? Конечно, справимся. Мы уже отбились. Перед стартом трехдневного перемирия стороны вновь обменялись заявлениями. Кремль не стал комментировать возможный удар по Киеву, о котором активно писали российские СМИ, как о возможном ответе на срыв договоренностей, но подтвердил, что предложение о прекращении огня остается в силе. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, комментарии не требуются. Наша позиция по перемирию известна. Все инструкции даны, ничего нового. Украинская сторона уже на протяжении недели утверждает, что 3 дней недостаточно и предлагает продлить перемирие до 30 суток. При этом Зеленский впервые высказался по поводу массированного удара дронами по России, заявив о праве на симметричный ответ. Если атакует Россия, Украина будет отвечать. Вот что он сказал за несколько часов до вступления в силу перемирия, инициированного Путиным. Владимир Зеленский, президент Украины. Абсолютно справедливо, что сегодня и российское небо тревожное. Это небо агрессора. Мы по-прежнему предлагаем прекратить огонь минимум на 30 дней. Это дает шанс дипломатии. Москва и Киев должны садиться за стол переговоров. По мнению вице-президента США, сейчас подходящее для этого время. Вашингтон также отметил, что требования России чрезмерны, и при переговорах необходимо учитывать не только интересы Путина, но и позицию Зеленского. Джей Ди Венс, вице-президент США. Первое предложение от России? Мы ответили, вы просите слишком много. Но переговоры так и проходят. Я бы не стал говорить, что настроен пессимистично. Не думаю, что Москва не хочет урегулирования. Думаю, Россия сейчас требует ряд условий и уступок для завершения конфликта. Мы считаем эти условия завышенными.
Поэтому нужно учитывать и интересы Украины. Ведь она – вторая сторона конфликта. Закончится ли война уже в этом году? На этот вопрос ответил помощник Зеленского, Ермак. В беседе с немецкими журналистами он заявил, что Украина этого хочет. Но в данный момент окончательное решение зависит от Путина. Также Ермак отметил, что США знают о так называемых красных линиях Киева, за которые нельзя заходить. Украина не готова признавать оккупированные территории российскими, это закреплено в Конституции. Тем не менее, он дал понять, что Украина готова к диалогу по любым вопросам. Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины. Согласно украинскому закону, мы не можем признать захваченные территории частью России. Это зафиксировано в основном законе. Но мы осознаем, вернуть все военным путем – задача крайне трудная. Итак, как вы считаете, возможна ли сделка? Будет ли реализован план Трампа, в котором он предполагал, что в Украину войдут американские силы, и их присутствие станет фактором сдерживания для плохих игроков? Это его цитата. Спасибо за ваши комментарии и поддержку, особенно за лайки. Все новости за неделю собраны в плейлисте. Переходите и смотрите. До скорой встречи!